Всем привет! Вы на канале в хоккее. Роман Ротенберг уволен из питерского СКА. Результаты команды неудовлетворительные, игра ужасная. Все закончилось полным провалом и катастрофой. Болельщики всех городов, даже питерские болельщики, которые болели за СКА, фактически ненавидели Ротенберга. На всех стадионах, во всех городах, когда СКА приезжал на матчи, кричали любимую кричалку: «СКА – позор российского хоккея». После этого Роман Борисович, конечно, был всегда недоволен. Он высказывался на пресс-конференциях, что нужно наказать этих людей, что нужно дисквалифицировать, что нужно провести определенную работу. Но, друзья мои, давайте порассуждаем. Ты творишь непонятные вещи в нашем хоккее. Делаешь это не только в СКА, но и во всей структуре хоккея России. И люди не могут еще и высказать свое мнение. Ведь у нас же демократия, мы же за это боролись. Как раз таки мы можем высказывать и говорить, что плохо, что хорошо. Как пел Владимир Семенович Высоцкий: «Бог на трибуне, он не простит». Люди, которые смотрят за твоей работой, смотрят хоккей, они как раз таки судьи. Они как раз судьи этих ситуаций. И они так высказываются. Это говорит о многом. Даже в твоем любимом городе. Ты сам много раз говорил, что нужно болеть за нас поддерживать. Это говорит о том, что даже болельщики в твоем городе фактически ненавидели тебя. Но ты продолжал гнуть свою линию, говорить там непонятные, давать интервью и так далее. Второе, что хотелось бы отметить, да, игроки в состав команды собирались непонятно по каким критериям. Это даже не назовешь случаем, что собираем все, что хорошо блестит или очень ярко блестит, потому что насколько хорошо блестел Сапега, тот же Фальковский, там, Дедунов и прочие игроки, совсем непонятно не только мне, но и, наверное, многим болельщикам хоккея. По каким критериям брались эти игроки в команду, тоже непонятно. Во время тренерства Быкова, Знарка тоже было большое количество игроков. Но все игроки собирались понятно под что, и они действительно были лучшими. Собирались, да, потому что был хороший бюджет, как и у Ротенберга. Была возможность собрать состав, почему не собрать и не выиграть чемпионат? То есть это уже проблема лиги, а не Быкова там, и Знарка. И они собирали действительно лучших игроков в свою команду и выигрывали их. Как брал команду игроков Ротенберг, непонятно. Тот же Андронов, не попадая уже в состав Локомотива, Никитин его убрал, ты его зачем-то берешь? Для чего? Он уже не устраивает на позиции таких, когда нужно бороться за кубок, но ты продолжаешь его брать. Да, а Гусев и Яшкин, которые в первый сезон Ротенберга полной в команде показали блестящую игру. Яшкин 40 с лишним шайб человек забил. Он не нужен, нужно его отдать, он плохой. Гусев то же самое. Он пьет какое-то пиво там и продолжается и прочее. Дальше, что хотелось бы отметить, третье, это непонятные обмены. Если мы возьмем СКА времен Ротенберга, он мог просто ни с того ни с сего, когда Лада образовался, отдать 10 человек туда. Просто отдать 10 человек, набрать новых команду СКА. Обмен, когда они забрали из Северстали Подъепольского на 3 человек. И еще и деньги. Это Самонов, отдали Самонова в Северсталь, отдали Пыленкова, отдали Иванцова. Первый Самонов стал в прошлом году лучшим вратарем сезона, уже в Салавате. Пыленков сейчас столб обороны Динамо, которого в Тампу-Бэй хотят уже забрать. Иванцов центрит, одно из звеньев в Северстале. А Подъепольский, которого забрал Ротенберг в СКА, уже давно не в СКА. Его отдали в эти 10 человек как раз таки в Ладу. Он уже в Динамо теперь. Самый высокооплачиваемый вратарь. И один из лучших вратарей лиги сейчас 100% в тройку, пожалуй, входит. Возьмем случай, когда он из Сочи забрал Рендулича. Рендулич, который сыграл там 10 игр, Сочи шли вверху. Он взял Рендулича, не выпускал его. Зачем ты его брал? У тебя 40 человек в команде. Развалил Сочи, Сочи опустились на последнее место. Сделал просто вредительство всем сторонам. Для чего ты его забирал, непонятно. Таких же игроков из Сочи, когда чуть-чуть они показали себя, Алтыбармакян, там... Попугаев и прочие, для чего ты их забираешь? Ну пусть они играют там, у тебя 35 человек, но ты делаешь уже еще, чтобы у тебя 38 было. Смотрят на
хоккей со стороны. Самолетные ноги, пресс-конференции, все вот это вот эти все слова. Да ты, имея такое количество игроков, ты мог просто на Дальний Восток одних 20 отправить. Они могли бы там просто неделю тренироваться и играть, а другие 20 играли бы свою часть матчей сейчас на европейской, например, части территории. Просто ни у одного тренера нет таких возможностей. В Северстале, если ты ошибся один раз с игроком, как здесь под Япольским, например, Ротенберг, все, у тебя сезон провален, там полетят головы, уволят всех, и директора, и тренера, и так далее. Тут же взяли под Япольскую, ошиблись, ну ничего страшного. Мы возьмем другого, вот, например, Серебрякова, который был лучшим в позапрошлом сезоне в Адмирале, лучшим вратарем всей лиги. Мы заберем его и заберем даже тренера, с которым ему нравится работать. Пусть приходит, но через какое-то время он тоже становится плохим. Друзья мои, ну не может быть все вратари плохие, причем ты берешь лучших вратарей в лиге, и они у тебя проваливаются. Может быть, все-таки дело не в них, когда Моисевич тебя устраивает, непонятно как стоявший даже в АХЛ, а Серебряков, которого ты после этого отдаешь в Авангард, становится опять лучшим вратарем. Это говорит о многом. Дальше хотелось бы отметить, что Ротенберг постоянно возмущался, что на всех аренах плохой лед, что мы заливаем не так лед, что мы готовим не так стадионы и так далее. И, естественно, КХЛ смотрит в ЮАР и в странах Ближнего Востока. Очень большая обширная аудитория у стран, которые даже не знают, возможно, что такое хоккей вообще. Да, вы можете сделать выводы сами, о чем говорил Ротенберг, никому, мне кажется, до сих пор непонятно. Но мало того, он делал все это в СКА, он еще был назначен главным тренером сборной России 25. Почему 25 она называется, никто до сих пор не знает. Собирались игроки намного старше 25 лет, и которым и за 30, и собирались все из команд СКА. Из команды СКА. Такие игроки, как Шабанов, Ткачев, блестящие игравшие в других командах, даже не приглашались в сборную, там Шарибзянов, все игроки СКА. Андронов не попадал в состав СКА, на Кубок Первого канала едет в сборную. По каким критериям? Что это такое? Да, вот хотелось бы даже сказать о том, что если бы представим, что сборная играла все эти годы, нас бы не лишили международных соревнований, мы были бы на чемпионате мира, его ведь бы назначили главным тренером сборной. И как вот нам, болельщикам, к этому было бы относиться? Мы не могли бы не смотреть матчи, как нам бойкотировать игры, что нам миллиард писем писать, чтобы его убрали? Да никто бы его не убрал, мы все равно бы хотели болеть и смотреть матчи сборной. Ну как мы, это же практически для нас такой вот, как сказать, ну, очень неприятная ситуация. Никто бы этого не хотел. Но он ведь был бы тренером сборной, да, вот задуматься, это бы даже, я думаю, 100%. Вот. Хотелось бы, да, вот еще сказать такой момент, что он, придя в СКА, вот, главным тренером, сделал ребрендинг, обновил значок, форму команды. Но проходит пару лет, он говорит, мы выигрывали кубки в старой форме, со старой эмблемой, нам нужно играть в этой форме. Ребят, ну если выигрывает форма, а не игра команды, не тактические схемы, ну, пожалуйста, флаг вам в руки. Естественно, хотелось бы вот небольшой строкой, да, сказать о том, что Ротенберг был неплохим управленцем, ведь сборная выиграла при его кураторстве Олимпийские игры, когда был тренер Мазнаров. Но оставайся ты в этой ипостаси, зачем ты полез в тренерство? Ну нет, вот зависть и ревность привели к тому, что после победы на Олимпиаде все отмечали Знарка, игроков, но не Ротенберга. А Ротенберг хотел, чтобы выделяли его, чтобы он был главным лицом победы и так далее и тому подобное. Конечно же, он приревновал и, понимая, что если он будет тренером и команда или сборной добьется успеха, то о нем будут говорить как о герое, поэтому он и стал главным тренером. Вот такое резюме небольшое, да, но это привело к таким катастрофическим результатам. Это полный провал. По-другому это никак и не назовешь. Подписывайтесь на нас, делитесь комментариями, пишите. Будем все это обсуждать. Всего доброго и всем до свидания.